Это был печальный день для семьи мистера Дэвида Миллера, когда друзья семьи, соседи собрались, чтобы проститься с хорошим человеком. Они были шокированы, когда к его гробу подошел волк и укусил его за шею причины. Поведение волка шокирует еще больше. Мистер Дэвид Миллер – пожилой мужчина. Живущий в Маколе, Айдахо, он вырос в этом городе, он почти никогда не покидал его, кроме случая, когда поступил на военную службу. После нескольких лет службы он ушел в отставку и живет один в этом городе. Мистер Миллер живет на окраине города и всегда сидит по вечерам на своем крыльце, наблюдая за закатом. Дэвид любит уединение, он добр к своим соседям, но никогда не позволял им слишком сближаться с собой. Его единственным компаньоном был маленький волк по имени Уильямс, который жил у обочины дороги. Старик ласково называл его Уильямсом, тот любил забегать к нему в гости. Мистер Дэвид рассказывал ему историю о сражениях со времен своей военной службы. Дэвид был врачом, он помогал выносить раненых солдат с поля боя и оказывал им неотложную помощь после почти всей жизни, проведенной на войне и в тяжелой службе. Он вернулся домой на пенсию, но ему не хватало захватывающих сцен на поле боя. Старик вел тихую жизнь с простыми привычками, он вставал на прогулку утром, пил утренний чай, а затем проводил день, читая на своем крыльце. В некоторые дни он выходил пообщаться с соседями, другие просто сидел, наблюдая, как идет время. Люди знали, что он тихий человек, и редко беспокоили его. Наша история начинается с распространенных в городе слухов. Некоторые люди говорили о волках, бродящих в близлежащем лесу. Дэвид тоже слышал эти слухи и решил держаться подальше от лица. Он не боялся, но не хотел конфликтовать с волками или волчьими браконьерами. Он был слишком слаб, чтобы убежать, если это случится, поэтому он не хотел рисковать. В конце концов, он очень доволен, сидя на своем крыльце. Старик считал, что вся жизнь, включая диких животных, должна охраняться. Когда некоторые его соседи решили охотиться на волков ради собственной безопасности, он не поддержал их решение и ясно выразил свое мнение. К сожалению, они не послушали его и продолжили поиски. Однажды вечером мистер Миллер сидел на своем крыльце и услышал какой-то шорох в своем сарае. Сначала он не был уверен, действительно ли он что-то слышал или ему показалось, но в конце концов взял фонарик и посмотрел в сарай. То, что он увидел, было совершенно неожиданным. Большой волк сидел спокойно между какими-то коробками. Сначала он немного испугался, но вскоре понял, что волк вряд ли агрессивен. Затем он понял, почему. У него было огнестрельное ранение на ноге, из которого сочилась кровь. Дэвид взглянул на волка и подумал, что у животного мало сил, чтобы двигаться, не говоря уже о том, чтобы прыгнуть и напасть на него. Он не мог позволить ему умереть вот так. Как раз когда он собрался подойти к зверю, мужчина услышал шум. Кто-то стучал в дверь. Волк зарычал, а Дэвид сказал ему быть тихим. Конечно, зверь не мог его понять, но он верил, что тот останется тихим. Старик вышел из сарая, закрыв за собой дверь. На его крыльце стояли трое молодых людей. Они спросили его, видел ли он волка, пробегавшего мимо, потому что он обычно сидит снаружи, читая. Мистер Миллер ответил, что был занят дома, и ничего подозрительного не видел. Он позволил молодым людям продолжить поиски. Старик осторожно открыл двери, обнаружил волка там, где оставил. Подойдя ближе, он увидел, что волк неподвижен, тяжело дышит и болезненно скулит. Казалось, он понимал, что человек хочет помочь ему. Бывший доктор осмотрел его ногу, извлек пулю и перевязал рану чистым бинтом. В последующие несколько дней он кормил волка в сарае, леча рану. За эти дни они установили глубокую связь. Теперь мистер Миллер ночью сидел с волком, поглаживая его, чтобы убедиться в его комфорте. Он был осторожен. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.